Криптоэнтузиастики, приветствую вас на канале. И что у нас? Что у нас получается по рынку? Ну, в принципе, что? Мурыжит, дальше продолжает мурыжить. Ну, что-то там эфир немножко двинулся. Мы уже длительный период времени стоим в боковике по эфириуму. Такого даже по истории еще никогда не было. Если мы посмотрим сам график эфириума. Где наш график эфириума? Это у нас доминация эфириума. Ну, посмотрим даже хотя бы доминацию. Здесь похожая ситуация, что и с самым эфириумом. То мы с 9, буквально с 9 или даже с 8 мая стоим в боковике уже 61 день. Такого просто никогда не было на эфириуме. И что мы видим? Нисходящий тренд у нас пробит. Вот у нас есть нисходящий тренд, который берет с июня 2024 года. Нисходящий тренд пробит и стоим. Может быть такое, что здесь крупный игрок уже набирает все-таки нужную позицию, что ему нужно. И в дальнейшем будет что-то толкать. Куда-то уже будет толкать этот эфириум на этом рынке. Надеемся все-таки. Но у нас есть, конечно же, стейкинг. А это опять новые награды, которые будут просто-напросто давить по стакану на рынок. Справится ли рынок с этим давлением? Вот что, вот непонятно. Я думаю, что у нас хорошее движение по альткоинам будет только тогда, когда мы хотя бы зайдем в вот этот вот блок. А этот блок у нас берет свое начало с 11 по 12,5%. У нас есть некий блок сопротивления, вот он, красный. Этот блок у нас момент... момент, короче говоря, ошибочного перевода на бирже Bybit и вот это вот слива февральского, и мы здесь, конечно же, ударились раз, два, три, видно уже 4 раза, опять же подходим, может быть такое, что в скором будущем мы пробьем этот гребаный блок, дай бог уже. Но если мы его пробьем, то у нас будет свободный полет где-то в диапазон 13%. И, конечно же, реакция альткоинов тоже будет хорошая, я думаю, что незамедлительная, альткоины будут здесь хорошо шевелиться. Если все у нас будет хорошо. А если у нас, допустим, медвежка, как некоторые пишут, вот, например, який ріст, який потолок, медвежка, через месяц уже тут сквиз будет. Да, я буду заходить в рынок в новый цикл биткоина, если теперь альта скамится, а биткоин останется. Ну, блин, нужно бабла много. Ой. Можешь с Рэмбо заколабиться. Ну, напиши Рэмбо. Вот если ты смотришь данный видос, напиши, возьми Рэмбо. Если он хочет, пускай сделает со мной коллабу. Прослушку убираешь? Нет, я не убираю никакие прослушки. Ой, с самого утра серебнуть какого-то чая, это вообще просто супер. У меня есть хороший поставщик, это Саня с Киева, он мне постоянно поставляет хорошие чаи. Ну и, конечно же, торгует тоже очками. Если что, кому нужно, обращайтесь, дам контакты. Так, ты целых 3 часа был в шоке, да, конечно же. Инвесторы Старка, как вы там, 0.9 закупились на этой неделе? Да, это просто трэш. Так, как стать сыном битка? Нет, сыном ты не можешь стать, можешь только стать, если ты девушка, женой битка. Все. На какие монеты тогда стоит обратить внимание? Ну, я думаю, что стоит обратить внимание на экосистему эфириума. Вообще стоит обратить внимание на экосистему эфириума, потому как биткоин у нас задает цикл, бычий цикл у нас уже идет по биткоину, а эфириум задает цикл альт-сезона. Ну, эфириум мы видим то, что где-то на пороге может быть здесь разворота, дай бог. И если посмотреть на историю, то эфириум всегда делал такие вот движения вниз, потом резкий выход вверх. И альт-сезон вниз, выход вверх. И альт-сезон опять вниз. Теперь мы ожидаем выход вверх. Ну, хотя бы к вот этой вот части, верхней части канала. Дай бог, может быть, такое получится у нас. Вот октябрь. Мы можем, в принципе, предположить, что где-то к маю 26 года, может, тут будет у нас распределение по доминации, будет видно. Ну, как было, например, вот здесь вот, да. Тут мы подошли к верхней части, декабрь 2021 года, и пошло распределение.
И здесь был альт-сезон. Даже на протяжении там 22 года некоторые альткоины показывали какое-то движение. Может быть такое, что и у нас здесь будет выход вот такой вот, и тут будет какое-то распределение. Ухак, звенит, капец. Моя цель вообще-то хотя бы дождаться 16% по доминации эфириума. Ну, будем ждать. Тут у нас еще движение большое. Если мы посмотрим, то до 16% нам еще движение на 68%. Вот что. Вот, в принципе, вот так вот. И здесь, конечно же, было бы неплохо увидеть эфириум. И эфириум неплохо было бы увидеть в диапазоне 7-8 тысяч долларов. И там была бы хорошая раскачка альткоинов. И альтсезон был бы. И экосистема эфириума хорошо бы росла. Я вообще делаю хорошую ставку на экосистему эфириума. У меня в портфеле в основном там эфириум находится, пепе находится. Ну и монетки, которые в основном на эфириуме. Вот, в принципе, вот так вот. Что у нас по биткоину? Давайте посмотрим биток. Что он нам рисует? Давайте посмотрим график биткоина. Так, он у меня, в принципе, здесь открыт. У нас здесь есть сигнал на продажу. На покупку сигналов нет. Это на дневке. Мы пробились с вот этого вот нисходящего канала. Сейчас на данный момент здесь закрепляемся, консолидируемся. Но опасная ситуация, конечно же. Было давление на рынок с кошельками, старыми кошельками 2011 года, но вроде бы рынок это все дело поглотил, и фишка там какая была. Сейчас уже, вот, допустим, распространяют эту новость, то, что вроде бы как старые кошельки есть, не было там никаких движений, кто-то туда перевел какую-то часть позиции на эти кошельки в блокчейне и написал сообщение типа: если ты владеешь этими кошельками, подтверди это, ибо мы там будем вас скамить. Ну и, конечно же, человек, который увидел это сообщение, испугался, и он просто-напросто вывел эти средства с одного кошелька на другой, перевел, и все. Вот, в принципе, вот такая вот новость по поводу этих кошельков. Вот. Что у нас по хэшрибансу? Мы видим то, что здесь у нас продолжается капитуляция. Видим то, что у нас нету пока что синей точки. Это у нас на дневке. Капитуляция продолжается буквально с 24 июня. Это у нас уже более чем 2,5 недели. Капитулируем мы здесь. Ну, это хорошо, потому как здесь появится еще одна синяя точка. И это будет, конечно же, сигнал на хэшрибансе лонговый. Если на дневке он здесь появится, то не факт, что он будет на недельке. Потом мы, конечно же, включаем недельку, смотрим недельку, и здесь у нас будет два сигнала, а на месяце тоже здесь должен появиться сигнал, потому как на месяце у нас нету сигнала. Если мы посмотрим на месяце, то на недельке в мае есть сигнал, а тут у нас нету. Тут у нас только, смотрите, серая точка капитуляции и есть зеленая. Может быть такое, что на месяце здесь появится сигнал, синяя точка на хэшрибансе, и это будет очень мощный лонговый сигнал, потому как последний раз, когда у нас был такой сигнал на месяце, это был июль 2024 года, и потом мы с вами увидели движение биткоина. Если посмотреть с июля, то у нас здесь было движение на 105%, на 105% роста, и если примерно здесь у нас тоже включат сигнал, индикатор покажет сигнал синюю точку, то мы можем прикинуть как минимум 50% роста. Это диапазон цены 150-160 тысяч долларов за биток. Это было бы неплохо. Это, конечно же, наши хотелки. Это мы все хотим, чтобы так произошло. Но иногда эти все индикаторы могут сломаться. И манипулятор, конечно же, нас обманет. Но фишка в том, что этот индикатор основан в основном на майнерах. И он никогда не ошибался. Дай бог, дай бог. Если мы посмотрим на метрику Stock to Flow, то мы уже здесь вот, просто скоро будем окрашиваться в желтый цвет, это пик. И, конечно же, есть один из комментариев, я его где-то потерял, я на него отвечал. Тут, в принципе, YouTube начал, открытые подписчики, тут уже YouTube начал как-то сортировать эти комментарии, уже они где-то деваются, их не видно. Нужно вот, например, искать в фильтры здесь набирать. Так, целых 3 часа бы так. Кто-то писал, что цикл похожий у нас. А как насчет финмониторинга? Ну что, налоги платишь и все будет нормально. Кто-то писал по поводу цикла 2017 года, что в этом цикле мы
Похожая ситуация, как 2017 года. Извиняюсь, у меня задышка какая-то. Ну, утром, блин, я просыпаюсь. Я вот сейчас снимлю шорт. Я просыпаюсь без чего-то 6 утра, чтобы вам запилить утренний обзорчик, рассказать какие-то мысли. Максимальная поддержка мазафакина. Максимальная поддержка для канала. Лайки, подписки, комментарии. И, конечно же, криптоэнтузиастики, если мы наберем 6000 подписчиков, я еду в Киев, будем снимать интервью, как люди потеряли деньги на криптовалюте. На площади независимости, незалежности. Вот так вот. Вот, так что максимальная поддержка, ребятки. Ну, нам нужна максимальная поддержка. Итак, кто-то писал по поводу цикла 2017 года. Давайте накинем шаблон бары. Вот мы же все-таки взаимодействуем с аудиторией. Итак, возьмем, допустим, месяц. Давайте недельку возьмем. Это у нас дневка. Так, проверим сначала хэшрибанс на дневке. У нас нету сигнала. Дальше на 4-часовике нету сигнала. Затянулась уже, видно, капитуляция. Но она просто здесь прилипла и все. Дальше она затягивается. Вот мы видим то, что у нас капитуляция идет с 25 июня. Дальше идет. Дальше на часе тоже нету никаких сигналов у нас по поводу хэшрибанса. И на 30 минутке. Все, тоже нету. На 30 минутке у нас, в принципе, здесь есть хорошие сигналы buy, покупай. Кому интересно данные индикаторы, если вы мой реферал на бирже, я вам покажу, как ними пользоваться. Все ссылки на бирже есть в описании под видео. Кому интересно, Telegram, пишите. Все, вам помогу настроить все это дело. Также помогу вам создать какой-то там портфель, подскажу, что по рынку, туда-сюда. Я 24/7 практически в телеге, так что, если кому интересно, можете писать. С камеры можете не писать. Итак, открываем, наверное, все-таки недельку и посмотрим этот сценарий развития событий, то, что у нас было в 2017 году. Так, на недельке у нас здесь сигнал на продажу, вот это одно не радует. Берем 2017 год, так? Ох, я помню 21 год, вот эти вот летние качели. Вот это было движение. Solana по 20, Solana по 200, 10 иксов. Все у нас росло. Что сейчас творится на рынке? Это просто какой-то трэш. Я не знаю, это просто трэш. Давайте возьмем шаблон бары, допустим, за весь год 2017 года. Июль 17 год, апрель, март. Давайте возьмем с марта, наверное. Шаблон бары с марта месяца, да. Вот у нас был халвинг. 16 год там. 13 марта, 6 марта, 27 февраля. О, с 27 февраля по пик декабрь 2017. Вот так вот. Окраска. Синий цвет. Вот. Это у нас недельки, и мы посмотрим, что у нас творилось тогда и что у нас сейчас. Совпадает ли оно все это дело с текущим временем или нет. Но цикл немножко похож на 2017 год, только он более-менее такой вот пологий. Ну, растянутый, можно так сказать. Так, мы берем февраль месяц. Вот наш февраль месяц. Блин, как же они затянули, как же они долбят мозг с этой криптой, с этой альтой, с всем вот этим вот движением. Это просто трэш. Вот у нас февраль. И что мы здесь видим? Ну, правда, у нас здесь, блин, нужно было расширить. Да, нужно было бы попробовать расширить это все дело. Сейчас я настрою. Итак, в принципе, криптоэнтузиастики, что мы видим в 2017 году, что у нас тогда происходило? Вот человек подметил очень хорошо. Я, конечно же, взаимодействую всегда с аудиторией, читаю все комментарии, вы не волнуйтесь, стараемся отвечать, все, в принципе, смотрим. Вот посмотрим у нас на свечи, что у нас здесь происходило. 2017 год, да, 2017 год, это у нас 16, вот у нас 17, смотрите, январь. Как раз у нас идет
та же самая коррекция. Смотрим, у нас коррекция, волна роста, опять же идет коррекция, март 17 год. Мы тоже с вами увидели коррекцию. И буквально с марта 2017 года, с марта у нас был разворот рынка. Был рост небольшой, и летом мы остановились. Вот у нас летняя тоже коррекция. Июнь, вот буквально мы поросли до 5 июня 2017 года. Мы тоже, опять же, тоже поросли до июня. Вот у нас май, июнь мы, в принципе, до июня немножко поросли, и здесь у нас небольшая коррекция. Также мы видим, что в июне была коррекция, и в июле 17 числа 2017 года, 7 месяца, начался рост, огромная свеча. Вообще на крипторынке я так заметил, что есть какие-то магические какие-то цифры постоянно, там какие-то круглые даты, там 05, там, ну, в 2005 году не было криптовалюты, ну, 15 год, например, вот так вот. И мы видим то, что 17.07.17 у нас была огромная свеча поглощения, свеча закрепа, свеча роста, и дальше мы погнали. И была небольшая коррекция в сентябре. Вот у нас был сентябрь, небольшая коррекция. Ну, здесь не было фьючерсной торговли, но фишка в том, что именно что был рост. В сентябре немножко сбросили. Не было фьючей тогда. Это был вообще суперский рынок. Тогда был покупай, на коррекциях покупай, на росте продавай. Как это все на фондовом рынке? Просто на фондовом рынке у нас движение на 10%. 10-15% в год и все. Там если ты $1 миллиард засунул, 10% тебе хватает с головой. Там нужно просто торговать с огромным крупным капиталом. Вот что. Может быть такое, что в дальнейшем нужно будет и переходить на фонду, потому как крипта, ну, особенно альткоины, они скамят. Вот чтобы биток вот так двигался, да, было бы неплохо. Но биток сильно зафичеван. Там фьючерсная торговля убивает всю, конечно же, идею роста крипторынка. Криптовалют, вернее. И мы видим, что в сентябре у нас небольшая коррекция, и дальше у нас пошел рост. Октябрь коррекция, и вплоть до декабря 2017 года. Огромными палками мы полетели. Может быть такое, что мы огромными палками не полетим, но все равно будет рост на каких-то там 50%, которые мы с вами и ожидаем. Там диапазон 60-70 тысяч долларов. Вот у нас июнь коррекция. И с 17 июля у нас развернули рынок. Здесь у нас сформировался на недельке ордер блок разворотный. И поперли в гору. Поперли мы в гору. Что у нас на текущем цикле получается? Ну, 17 число будет через 8 дней. Буквально через недельку. И мы видим то, что у нас здесь, ну, подобная ситуация, как и в прошлом цикле. Правда, у нас здесь рисуют такую вот голову, вроде бы как и плечи. Вот. Мы видим то, что у нас июль тоже вот эта вот коррекция. Вот она на синих шаблон барах, видно эту коррекцию. Вот она началась буквально с июня месяца и закончилась в середине июля. И дальше потихоньку начали расти. Вот мы видим тоже аналогичную ситуацию, криптоэнтузиасты. Июнь месяц у нас коррекция, пошли мы вниз. Практически уже даже с конца июня мы уже начали потихоньку восстанавливаться. На недельке мы здесь тоже сформировали хороший ордер-блок. Поглотили все вот это вот нисходящее движение. Правда, эта неделя у нас красная. Не очень хорошо. Сегодня среда. Ну, дай бог, может быть такое, что эта неделя там будет красная, следующая зеленая. И все-таки где-то там с 17 числа, может с 20 числах мы начнем расти. Кстати, у нас 30 июля будет заседание ФРС. И что-то они будут там применять или принимать. Посмотрим, понаблюдаем. Посмотрим, в принципе, понаблюдаем. У нас есть вероятность то, что мы с текущих уйдем на медвежку. Если мы уйдем на медвежку, уровень 69к остается все равно у нас актуальным. И после пробития данной зоны, это будет 100% подтверждение, то, что у нас идет медвежка. Также у нас есть гэп в диапазоне 91 тысяча долларов. И образовался был еще один гэп. Давайте-ка мы его посмотрим. Где же этот у нас гэп? Гэп. У нас здесь был еще один небольшой гэп. На недельке его не видно. На часе
На часе его уже, наверное, даже, может, и перекрыли. Где этот гэп? Вот он, да, его уже перекрыли. 108 тысяч долларов был у нас гэп, все, у нас перекрыт. Конкретно здесь уже проторгован. Этот гэп у нас образовался буквально 2 дня тому назад. Все, его уже здесь нету, этого гэпа. У нас все четко проторговано, только в диапазоне 91 тысяча долларов есть небольшой маленький гэпчик. Вот он. Вот этот вот гэпчик. Вот здесь вот он находится у нас. Может быть такое... вот он. 91, думаю, вот он, 91 тысяча долларов, 23 апреля есть небольшой гэпчик. Все, в принципе, гэпа у нас нету, но дай бог, может, все-таки они пробьют это все дело. Что у нас по доминации биткоина? Давайте глянем, доминация биткоина. 3 недели красная, криптоэнтузиасты, 3 недели красная, 65%. Нам желательно хотя бы пробить диапазон 64,5%. Это было вообще шикарно, чтобы мы вот сюда вот подошли. Подходим мы все-таки потихоньку к нижней части канала. И здесь, конечно же, Дофа приметил медвежий флаг. Но я бы не сказал бы, что это сильно такой четкий медвежий флаг. Медвежий флаг был бы у нас бы, если бы доминация была бы хотя бы там 69%, и мы вот так отпустились бы, и потом сюда тянулись бы. А тут получается, что флагшток мы просто-напросто перебили вот этим вот хаем, который у нас был 26 июня. Вот. Но все равно видно то, что... График выглядит как будто бы по медвежьи, и даже если у нас здесь и медвежий флаг, то у нас, конечно же, есть здесь флагшток, так, вот даже вот мы можем взять вот этот вот флагшток, и он у нас, в принципе, есть. Вот он, вот у нас цель как минимум хотя бы 62% увидеть, для того, чтобы, в принципе... увидеть слом восходящей структуры. Вот что. Так, давайте здесь немножко это все дело почистим. Что у нас здесь? Какие-то трендовые. Мы здесь лепили все это дело. Лепили. Я тебя лепила из того, что было. В принципе, вот так вот. Блок сопротивления есть. Он у нас берет свое начало еще с 2020 года. И мы его, по всей видимости, будем долбить. Здесь, наверное, может быть такое, что не с первого раза будем его долбить. Но дай бог. Видно, что доминашка уже потихоньку начинает снижаться. Ну и для вообще шикарного подтверждения слома нам хотя бы нужно увидеть вот этот вот диапазон. Вот этот вот блок мы увидели, и это было вообще просто шикарно. Дай бог, чтобы мы сюда вот пришли в диапазон 62%. Дай бог. Может быть такое, что здесь уже пик вершины поставлен, и будет приток капитала в рынок, только будет уже намного больше в альткоины, в эфириум, экосистему эфириума, чем в биток. Конечно же, большинство альткоинов будут продолжать скамиться, и их будут удалять с бирж. Это неизбежно, потому как в этом цикле мы видим массовые делистинги. И так большое количество попало. У меня несколько активов тоже делистнули с портфеля. Ну что сделаешь? Есть, короче, у меня актив. Есть актив. Вы себе представляете, укатка 300 иксов. Не 300%, а 300 иксов. Укатка 300 иксов. Это просто трэш. Минус 300 иксов. Ну это просто трэш. Просто уму непостижимо. Бланко тот актив, я участвовал был в дропе, мне его раздали бесплатно, я его в принципе добавил в CoinMarketCap, там по цене, допустим, листинга, и потом смотрю с момента листинга он сделал минус 300 иксов. Монеты хоть вроде бы как и бесплатные, но все равно как-то жалко. Я мог бы просто его слить бы по стакану и все, дальше бы его не держать. Но он просто укатался, в дальнейшем, наверное, будет делистинг. Притом это биржевой токен. Это не какая-то там фигня, но это биржевой токен, и хотелось его, конечно же, подержать, посмотреть, что у нас будет. Но мы видим то, что... это у нас ничего не происходит в этом цикле, всех просто обнуляет на этих альткоинах. Итак, в принципе, что, доминация у нас тут неплохо выглядит. У нас даже на дневке здесь сигнал красный был. Ну, в принципе, красный это не очень хорошо. Нам нужно было бы зеленый. Не, ну чё, красный это же как раз нормально. Это продавай, типа ниже откупай, да. Ну, в принципе, такой индикатор лепить на доминацию, это вообще будет глупо.
И вообще индикаторы на доминацию на индексе они не лепятся. В принципе, вот так вот. Третья неделя у нас откат. Незначительный, но есть откат. И прикол в том будет, если мы следующую неделю открываем зеленую и дальше растем. В диапазон 70%. Для полного слома уже всех цикличностей нам нужно пробить диапазон 75% по доминации биткоина. Если мы пробиваем 75% по доминации биткоина, уходим выше на 78-79, полностью вся цикличность на рынке ломается, потому как доминация биткоина длительный период времени была в таком вот нисходящем тренде. Мы тогда это все дело сламливаем, альткоины умирают, они просто испепелятся, останется на этом рынке только биткоин, и он будет торговаться как фонда. Каких-то там 25-30% как медвежка будет у нас погружение вниз, ну потом опять рост на каких-то там 150%, ну в принципе будет вот такое существование биткоина на этом рынке. Пока что у нас все нормально, только одно ненормально, то что с падением доминации битка сильно затянули. Если в прошлых циклах доминация начинала падать после 330 дней после халвинга битка, то в этом цикле мы уже стоим более чем 400 дней, а если быть поточнее, то мы уже здесь стоим уже 450 дней. 450 дней мы уже здесь стоим. И это не очень, в принципе, хорошо. Это не очень хорошо. Но будем надеяться, что у нас все это дело развернут. И заседание ФРС у нас будет. Давайте посмотрим, что у нас там по DXY. По DXY у нас, в принципе, где-то ближе к 20 числам июня мы уже должны расти по биткоину, потому как у нас здесь 95 дней и была волна падения. И вот буквально вот эти вот 1,5 недели у нас будут решающиеся. Пока что у нас нету раскорреляции биткоина относительно DXY, но если она произойдет, то тогда уже не будет ни на что ориентир держать. Вот в принципе вот так вот. На дневке видно то, что DXY пытается у нас здесь восстановиться, уже 97%, но все равно мы пока что входим в рамках вот этого вот блока. И это медвежка по DXY. Для DXY здесь медвежка, для криптовалют здесь бычка. Потом, конечно же, глобально, после медвежки DXY, я думаю, что у нас здесь пробудет эта медвежка месяцев 3-4, как это было, допустим, 2020 год, 2017 год, 2013 год и даже 2011 год. После 3-4 месяцев медвежки по DXY они начнут восстанавливать доллар, и здесь начнется движение уже криптовалюты на медвежку. Нужно будет строго и быстро покидать рынок. Если там у тебя какие-то результаты или нет на этом рынке, это тебя не должно уже волновать, ты должен все слить, потому как в дальнейшем просто это все дело соскамится и в нулину укатается. Вот что. Ну, разве что есть, может, некоторые там альткоины пойдут против рынка, такие как в прошлом цикле у нас и шли монетка GMT, Луна и шла, там еще некоторые монеты и шли. Но все равно в дальнейшем, когда биток нащупал свое донное значение, они просто укатались так, что просто соскамились в дальнейшем. Так что я, например, буду покидать здесь полностью все активы и уходить с рынка. В принципе, вот так вот. Рынок у нас продолжают мурыжить дальше, ну, удерживают это все дело. Нету притока капитала в рынок. Мы видим с вами то, что капитализация стоит на месте. 3 триллиона 360 ярдов. Ничего у нас по капитализации не поменялось. Мы уже длительный период времени стоим на месте. И, ну, вот за 30 дней просто стоим на месте. Вот у нас буквально за год, да, смотрим. Просто стоим на месте. Все. Ничего интересного нет. Ничего здесь интересного у нас не происходит, просто капа стоит на месте. Все. Притока капитала в рынок, высокорисковые активы никто бабки не несет. Это все дело мурыжится и по времени уже поджимается, что мы уже скоро должны погружаться на медвежку, а мы роста даже еще не видим. Но посмотрим, может быть выждем, вытерпим. Я говорю, что в сентябре будет 520 дней после халвинга битка, это будет уже первый звонок о том, что нужно уже будет покидать рынок. Но если цикл растянули, там пускай ноябрь-декабрь, ну дальше там, не знаю, нет смысла. Вот в принципе вот так вот. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем желаю мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Ожидаем 6000 подписчиков. Всем пока, до связи и мирного неба.